Здравствуйте. Как обещал, я хочу показать партию с Евгением Жуковским, партию третьего тура. Достаточно интересные, на мой взгляд, были идеи. Но вот по ходу партии я тут составил, можно сказать, комбинацию. Чуть-чуть даже усовершенствовал ее. Ход белых и выигрыш. Ну вот турецкий удар. То есть 36-31. Надо бить и вот так вот. Ну, может, кто-то усовершенствует чуть-чуть, там можно, конечно, усовершенствовать этот удар, ну, вот, тем не менее, такой симпатичный, я считаю, что удар, вот, партия, можно сказать, прошла не зря, вот такой вот удар я нашел, достаточно любопытный. Давайте теперь смотреть непосредственно всю партию. Давайте, вот, может... Посмотрим конец партии. Вот здесь я, конечно, грубо ошибся, о чем я, собственно говоря, и говорил. Но, в принципе, я видел вот этот вот ход. Вот этот ход. И как-то я вот здесь запутался. Оставалось мало времени. Ну, конечно, я тут плохо пошел. 40-35 совсем. Но вот 48-43 был ход. И надежда... Вот на этот ход идея вот такая вот, допустим, сюда, ориентировочно. Не знаю, может вот такие даже варианты. На 18 и вот такой вот ход. Вот такие вот были варианты, но вот этот вот ход, к сожалению, 48-42 он не проходит, потому что наносит вот этот вот удар и ставить сразу нельзя, надо как-то на 11 и на 35, еще будет позиция лучше у черных. Но вот момент такой, я его, кстати, не видел, надо было ход вот здесь 48-43 сделать. То есть, если сейчас проводить комбинацию, то получается сюда и... То есть, очень хорошая позиция у белых. Я думаю, что у белых выиграна. Без труда достаточно выиграна позиция вот эта. Но и основная идея тоже, что здесь вот, что 48-42, 48-43, все равно идея такая. То есть, видите, сводится практически к этой позиции. Ну, вот такой вот был у меня выигрыш, в принципе. Хотя, как я уже сказал, сейчас вот 48-42. Я видел 48-42, почему я не пошел. То есть, заранее это все видел. Почему не пошел, сложно, конечно, сказать. Сложный момент. Но бывает. А вот именно 48-43 выиграла. Перед этим Евгений мог выиграть. Ну, давайте мы потихонечку посмотрим всю партию. Как она развивалась. Вот таким образом... Здесь тоже, кстати, я не уверен, что, ну, наверное, все-таки 38-33 надо было ходить. Почему-то мне показались какие-то моменты, не знаю, 20-24, если вот ходить. Наверное, вот здесь вот я что-то смотрел, 44 и так далее. Вот эти вот моменты, мне показалось, что игровая достаточно позиция будет. Но здесь такой момент, как сами понимаете, дело выбора. 17-21 и вот 31-26 я пошел. Идея такая. Ставить нельзя. Вот эта вот идея идет. Так. Ну, естественно, если сюда, то получается вот этот вариант. 14-20 Евгений пошел. На 21. 33-28. Вот я здесь считал, что остальное как-то очень сильно разменивается позиция, поэтому 33-28. 8-12. Вот 20-24 бой на 14. Вот здесь я долго искал, как же все-таки получить игру. Ничего другого не нашел. 44-40 и вот 15-20. Мне казалось, что все-таки нам лучше вот этот вот ход.
с игровой точки зрения, ну, наверное, сведется все-таки к партии. На 15-20 так. 15-20 какие-то ходы, что-то какие-то моменты были, но вот я тоже не могу вспомнить, что было. Давайте 36-31, 10-15. Вот здесь ход появляется 35-30. Ну да, вот, да. Хотел, наверное, вспомнил, что я хотел. То есть 14-20, 47-42, чтобы сюда вот сразу пойти. И потом 10-14. Потому что там, ну, покуда ухода не было, 15-20, смотрите, 36. Покуда вот этого 20-24 нету, потому что 34-29. Ну, вот сущность вот этого хода, почему мне кажется, что лучше 14-20. Ну, это такие моменты, конечно, я думаю, не сильно существенны. 10-15, вот я уже активизирую шашку, хотя, в принципе, активизация шашки, не уверен, что нам мне что-то дает все-таки хорошее, покуда перспективное в смысле. 30-25, ВСБ перевел шашку, но вот этот вот 34-29, все, 49-44, вот эти все варианты я навряд ли буду играть. 21-26, вот здесь 47-42. Почему-то вот один момент был, смотрел, конечно, этот ход. Вроде бы ничего и не было, но что-то я все равно, что-то меня переклинило, можно сказать, вот. И казалось, что может где-то что-то с комбинацией. Но комбинации не видно. Вот и сейчас смотрю, что комбинации нету. Поэтому не знаю, почему я так не пошел. Сущность вот этого хода в том, что нету 12-17. То есть здесь очень много комбинаций. Такого плана, там еще другого плана есть комбинации. И вот именно 31-27... вот нейтрализует вот этот 12-17 ход. Потому что, допустим, 7-11 есть какие-то ходы 47 и даже вот эти вот варианты. Наверное, 3-4 есть, то есть потом с этим ходом. Ну, вот этот вариант, конечно, никогда не рассматриваю, но где-то что-то есть. То есть поиграть хотелось где-то, и надо было что-то искать. А вот здесь вот, честно говоря, очень серьезно он меня подвязал сейчас, потому что классика, если играть классику, то классика как-то и не очень хорошая. Почему? Потому что практически вот этот вот размен, и здесь уже где-то что-то надо делать. Но я не беру сразу размен, естественно, сразу никто не меняется. Давайте, может, как тут показать вам. Ну вот я, наверное, вот этот вариант покажу. То есть вот здесь вот проблемы. То есть надо где-то менять, либо что-то делать. То есть 49-44 тоже был чем продиктован. 34-29, бой. Допустим, приблизительно вот эти варианты. Возможно, что вот эти варианты были. Ну, конечно, если посчитать, то есть на этом фланге достаточно мало шашек, поэтому вот этот гистем, в принципе, он, конечно, плохой. Здесь шашки не играют, а здесь всего вот 3 шашки, ну вот это вот 4-я, наверное, подключится. То есть гистем никакой, но вот видимость какая-то гистема, чисто психологически она оставалась. Я вот пошел здесь 7-12, 41-36. То есть у меня еще были какие-то мысли перейти здесь вот на эти позиции. Потом мысли, естественно, были такие. Так, что тут еще? Ну, тоже вот эта вот группировка, она покуда не работает, и непонятно, как ее потом развернуть. Поэтому позиция такая у белых, ну, не сильно приятная, но надо было ее получать. Вот все-таки здесь, как я уже говорил, надо было не 47-42, конечно. Я думаю, что все-таки ошибочный ход был. А как-то 31-27 и так далее. То есть здесь что-то крутить в этой позиции, вертеть. Вот это, конечно, ошибочное мое построение было. 20-25 и на 24.
Здесь вот, конечно, сложный момент. Понятно, что я смотрел вот эти все варианты, но как-то мне все не нравилось. То, что очень потом будут нападать, то есть размены, надо будет выводить эту группировку, и игры-то по большому счету нет. Я решил все-таки поменяться, и мне показалось, что здесь вот более игровая позиция будет. Но вот Евгений четко достаточно перестроился. Понятно, мне выгодно, чтобы он здесь где-то поменялся. Я бы тогда вывел эти шашки, вот это, и я играл бы на эти слабости. Но, естественно, он не менялся, то есть грамотно очень пошел. И вот здесь вот у меня, конечно, вопрос стал. Большой вопрос, честно говоря, по позиции. То есть, либо 34-29 и спокойно продолжать. Но здесь бы, наверное, ничего вообще не было. То есть, я думаю, что спокойно бы ничья была. Либо что-то мне здесь надо было как-то подхитрить. То есть, 33 тоже, я думаю, что... Ну, вот зависает у меня, конечно, 46-я зависает. Но я и шел, хочу сказать, что и шел на эту позицию. 43-38, то есть, предварительный ход. 8. И вот здесь вот как раз... 32-28. То есть, с одной стороны, я хочу где-то, возможно, что вторгнуться. Еще давайте покажу один момент. Было даже, я вот рассматривал вот это перепостроение. То есть, в принципе, нападать. Нападать, наверное, бы разменялся, и шашки все-таки вот эти бы оставались. Почему я говорил, что мне надо было что-то обострить? Достаточно уже в этот момент мало времени у Евгения оставалось. И такая вот позиция была бы, наверное, во многих моментах под вопросами. Все оставшиеся остальные действия тоже мои были продиктованы тем, что в принципе было мало времени и как-то подкрутить позицию. Хотя я вот понимал, что не лучшим образом я поступаю. Ну вот достаточно сильно два хода, 31 и вот и 46. Так, давайте я вам еще что я хотел расскажу. Ну на 7-12 я говорил, что возможно вот эти вот продолжения. Но опять, если на 17, 38, какая-то динамика есть. Что-то можно в цейтноте, конечно, делать, но объективно, конечно, в позиции ничего нету. Можно было здесь как-то напасть. Вот если 7-12, то напасть тоже, наверное, бы, может, какая-то интересная позиция была. Ну, тоже я не думаю, что что-то было бы. То есть, она слишком простая, даже вот для цейтнота, в принципе. Там в этот момент не такой он жесткий был, но в принципе для того времени, что оставалось, я не думаю, что что-то было бы в этой позиции. 18-23, то есть у меня где-то мысли были, может вот так вот 18-23 он не пойдет. Вот эти вот варианты, конечно, были. Так нельзя. Ну вот, такие мысли. Потому что 28-22 и каким-то образом все-таки хотят здесь. То есть, вот этот ход есть, он грозит, то есть, в различных вариациях. Далее, вот здесь вот, как я уже говорил, 37-32, вот этот вот ход был. 38-32 пошел, 13-18, и вот тут вот обрисовалась достаточно четкая позиция. Я и шел на нее, то есть где-то вот эти вот сходимости, если 7-12, допустим, 3, туда, то есть 8, и тройку перевести на 14, будет на 29. Вот это вторжение, ничего хорошего оно не сулит. Так, ну давайте, может, я покажу. Вот здесь вот, кстати, наверное, есть тактика. Не знаю, к чему она приведет. 44-40, компьютер показывает 44-40, но есть тактика здесь. Раз. Да, но, кстати, тактика она-то не проходит, потому что бьем. Обычно есть такая тактика. Да, но ничего не проходит, наверное. Тактика не проходит, вот эта тактика.
Да, к сожалению, не проходит. Это где-то на 44 надо было подстроить. Такой момент. Ну вот, давайте еще раз. Не проходит, да. Получается, сюда, сюда, и вот эти вот шашки, 46-я шашка зависла, и при случае, то есть, будут вот сюда вторгаться. Понятно, что позиция хорошая у черных, поэтому надо было мне какие-то решения предпринимать. И вот я считаю 46-41 очень интересное. Очень интересное здесь решение. Решение в данной позиции. Оно вот это вот решение идет, то есть именно связано с тактическими осложнениями. И они достаточно интересные. Давайте постараюсь вам показать их. Что тут достаточно интересное. 7-11. Ну вот 7-11 у меня сразу чуть-чуть разочарование пошло. По сравнению с тем, что я считал. Смотрите, какую идею я считал. 7-12. 28-22. Так. И вот здесь вот. Сразу так, давайте вот этот новый вариант. Вот эта вот идея была. Она такая достаточно незаметная и она достаточно интересная. Так, на 3-9 опять тактическая идея. Смотрите, какая 22/17 на 2. И вот это вот тактика идет. Но я не знаю, там может где-то лучшая тактика есть. Ну, что-то приблизительно такое. То есть, может, обождите, может, я неправильно где-то трактую. Так, 36-31, наверное. Так, дальше. Так. Ну, можно здесь, да, здесь вот можно другую тактику провести, конечно. Потому что я смотрю, тактических моментов много. Это я вчера просто быстренько отмечал достаточно. И поэтому вот такие моменты. Но вот ходом 7-11 практически Евгений убил все мои какие-то начинания. Так, еще хотел, я вот хочу, почему у меня, может, какие-то паузы, хочу не пропустить то, что я насчитал, то, что я хочу показать. 44-40. Опять вот если 42, 11-17, есть такие моменты. 3-8, 38-33 и 24-29. Опять вот здесь вот 44-40. На 35 опять вот эта вот тактическая идея с партии. Вот с партии. То есть в конце я вам показывал опять эту тактическую идею. Я уже несколько раз ее показываю. Вот она постоянно в партии была. Почему я видел в конце партии, но вот не провел, непонятно тоже. Но вот из этих вариантов они возникали. Тактические идеи. То есть здесь 44-40 и вот здесь вот 8-12. Опять 8-12 и непонятно, что делать. Опять, если сюда ходить, то вот идея с партии возникнет. Я вам вот отсюда вот показал удар, когда я уже в конце партии был, не в конце партии, в начале этого репортажа показал удар, вот он возник из этой позиции первоначально. Поэтому вот такая вот идея. Так, что-то еще хотел вам показать. И непонятно, что делать. То есть просто нету вариантов, в принципе. Давайте еще что-то я вам хотел тут. Ну вот. Опять вот этот удар, видите. То есть запомните уже после нашей партии этот удар. 11-17 это было в партии. Ну, естественно, я вторгся. 3-8. Вот здесь вот, конечно, я рассматривал вот эту тактику. Ну, как выяснилось позже, Евгению эта тактика
Хотя у меня, вот, как я уже говорил, был выигрыш, но вот эта тактика Евгению, ну, она была не нужна, вот эта тактика, потому что Т12. Вот такие вот какие-то варианты. На 29 я тоже почему-то отрынул их, но вот такая позиция достаточно сложная, если честно. 6-11. 38, 33, и вот здесь вот 38, 33. Ну и здесь, конечно, Евгений жестко ошибся, а вот здесь то выигрыш у него был как раз 8-12. И практически сводятся моменты, те, которые были в партии. Вот если ходить на 35, то вот эта вот тактика идет. И сводится к партии. Следующий момент. Если ходить сюда, то получается другая тактика. Но можно так, можно по-другому тут трактовать. Так, и вот у нас вот такая вот тактика получается. Видите, очень много тактики, и вот он ошибся, конечно. 24-29 ошибся. Я здесь пошел, конечно, 40-35, но вот это ужасная ошибка. Почему я вот не провел хотя бы вот эту идею, то есть посмотрел бы, чтобы дальше было. Ну, конечно, вот это 48-43, еще раз напоминаю, выигрывает, 30-35, и вот это вот тактическая идея. Ну, такая достаточно симпатичная, и она практическая. Вот 40-35 я тут, кстати, проиграл. Быстро достаточно. То есть какие-то я тут тактические моменты строил. Ну вот пошел 37-32. В принципе, ходов-то других нету, но он достаточно четко выиграл. 24-19. Ну, вот автоматически идет все. Ну, тут я уже где-то сдался. Давайте уже оставим для аналитики, если кто хочет поанализировать. Но вот такая, я считаю, что симпатичная партия была. То есть как-то удалось навязать игру. Конечно, Евгений тут не выиграл меня. В один момент вот здесь вот я считаю, что не выиграл. Ход был 8-12 с выигрышной позицией. Я еще, может, даже здесь хочу допоказать. Получается сюда, и вот здесь вот как раз вообще ничего не видно. Тут вообще компьютер 36-31 как-то сумасшедшие какие-то вот эти варианты указывает. Но понятно, что они проигрывают здесь. Я уже хотел сюда куда-то, но побьют сюда. То есть, ну, не видно вообще ничего. И вот, ну, конечно, я здесь не походил 48-43, тоже мог выиграть. Да, вот получилась такая интересная позиция. Так. Но я, наверное, не буду вот эти вот смотреть. Естественно, вот это вот все плохо. И вот эти тоже ходы плохие. Еще вот этот ход не посмотрел. Самозажим просто. Ну и здесь понятно, что все очень быстро заканчивается. Итак, до новых встреч. Чемпионат продолжается. Сегодня опять были интересные партии. Будем потихонечку смотреть. Ну и до новых встреч.